2 яйца, щепотка соли. И добавляю банку сгущенного молока 350 грамм. И перемешиваю на небольших оборотах миксера. Мука 160 грамм. Разрыхлитель 10 грамм. Ванилин. И перемешиваю. Тесто получилось такое текучее, не густое. Выпекаю в круглой форме диаметром 24 сантиметра. Дно затянула бумагой для выпечки. Ничем не смазываю ни дно, ни бока формы. И все тесто в форму. И отправляю в разогретую до 180 градусов духовку выпекать минут на 25-30, в зависимости от вашей духовки. Бисквит готов. Выпекала я его ровно 30 минут. Только что вытащила из духовки. Прохожу по краям тонким ножом. Я не хочу бисквит переворачивать. Оставлю его остывать так. Мне нужно, чтобы сохранилась вот эта корочка нежная, хорошая сверху. И только уберу этот вот низ. Оставлю на решетку бисквит. Даю бисквиту полностью остыть. Для крема 2 яйца. Добавляю щепотку соли. Сахар 100 грамм. Можно яйца с сахаром взбить миксером. Крем получится пышнее и вкуснее. Кукурузный крахмал 2 столовые ложки, 30 грамм. И ванилин. Добавляю молоко 300 миллилитров. И ставлю крем на плиту. При постоянном помешивании довожу крем до кипения. Выключаю нагрев. Но продолжаю помешивать, потому что крем еще варится. И снимаю крем с плиты. Снимаю крем с плиты, но продолжаю помешивать. Заварная часть крема готова. И теперь добавляю сливочное масло 100 грамм. Накрыла пищевой пленочкой в контакт. И можно поставить миску с холодной водой, чтобы крем быстрее остыл. Бисквит остыл. И я разрезаю его на 3 коржа. Первый корж готов.
Вот еще 2 коржа. Можно собирать торт. Делю его на 2 равные части, потому что сверху у меня будет молочная помадка. Торт отправляется в холодильник на час. Молочная глазурь для торта. 150 граммов сахарной пудры. Молоко 60 миллилитров. Я его прям закипятила, оно должно быть очень горячее. Чем выше жирность молока, тем вкуснее будет глазурь молочная. У меня молоко от 3 до 6% жирности. Пудре. Молочная глазурь готова. На холодный торт вливаю заливку. Только не всю сразу. И по второму слою наношу глазурь. Торт постоял полчаса в морозильной камере, и можно сразу нарезать.